После того, как Господь Чайтанья принял саньясу, by some trickery, Lord Nityananda brought him to the house of Advaitacharya. Господь Нитьянанда привел его в дом Адвайтачарьи. And there, the devotees from Navadvip came to stay with Lord Chaitanya for about 10 days. И в этот же дом пришли все преданные из Навадвипы, чтобы провести с Господом Чайтаньей 10 дней. And Mother Sachi also was able to cook for the Lord. И также матушка Шачи могла готовить для Господа. Then Lord Chaitanya wanted to go to Vrindavan. А затем Господь Чайтанья захотел пойти во Вриндаван. But Mother Sachi requested him, that's too far away, I won't get news of you. Но матушка Шачи попросила его, это так далеко, я не буду получать от тебя известия. Please make your headquarters at Jagannath Puri. Пожалуйста, обоснуйся в Джаганнатхапуре. Because the devotees from Bengal can easily come and go from there. Потому что тогда преданные из Бенгалии могут с легкостью ходить туда. Thus I'll get news from you regularly. И тогда я регулярно буду получать от тебя вести. So Lord Chaitanya agreed to his mother's proposal. И Господь Чайтанья согласился, то есть на эту просьбу матери. Then he set out for Jagannath Puri. И тогда он отправился в Джаганнатхапури. And on the way he stopped in Ramuna. По дороге он остановился в Римуне. And there he had darshan of the deity Kirachura Gopinath. И там он получил даршан божества Кхирачора Гопинатха. And he related the story of Madhavendra Puri. И он там поведал историю о Мадхавендре Пури. How Madhavendra Puri had several dreams of the Lord. Мадхавендре Пури не раз снился Господь, приходил во снах. Lord Gopal Господь Гопал appeared to him and instructed him that he was hidden in the jungle. Однажды во сне Господь пришел к Мадхавендре Пури и сказал, что он спрятан в джунглях, в лесу. And requested Madhavendra Puri to find him and then make a temple for him on Govardhan. И он попросил его во сне, пожалуйста, найди меня и построй для меня храм у холма Говардхана. So with the help of the local devotees, Madhavendra Puri did it. И с помощью местных преданных Мадхавендра Пури сделал это. Then Gopal told him that he had a fever in a dream. Потом во сне Гопал сказал ему, что у него лихорадка, And высокая requested температура. him to bring sandalwood from Jagannath Puri. И попросил его принести сандал из Джаганнатхапури. So on the way he stopped in Ramuna. По дороге Мадхавендра Пури остановился в Римуне. And there Gopinath stole a pot of kheer for him. И там Гопинатха украл для него горшочек кхира. And then he went to Puri, Затем он дошел до Пури, got the sandalwood, взял там сандал. stopped in Ramuna on the way back, По пути назад он тоже остановился в Римуне. and then he had another dream where Gopal told him to grind the sandalwood into paste and smear on the body of Gopinath. И там Мадхавендре Пури приснился еще один сон, где Гопал попросил его, пожалуйста, изготовь из этого сандала пасту и нанеси на тело Гопала. And in this way Gopal's fever would be reduced because Gopal and Gopinath are not different. Гопал и Гопинат не отличны друг от друга, и поэтому, если Мадхавендра Пури нанесет пасту на тело Гопинатхи, то лихорадка Гопала тоже пройдет. So then Chaitanya Mahaprabhu proceeded to Kathak, where he had darshan of the deity Shakshi Gopal. Потом Господь Чайтанья отправился к Катха, где он получил даршан Сакши Гопала. Or witness Gopal. Witness. Гопал свидетель. And Nityananda Prabhu related the story of how Gopal came all the way to Vijayanagar to witness that an old Brahmin had promised to give his daughter to a young Brahmin in marriage.
И Нитянанда Прабху рассказал историю, как Гопал проделал весь путь до Видьянатхи, чтобы стать свидетелем по делу, ну то есть засвидетельствовать то, что старый браман пообещал свою дочь молодому браману. Then Chaitanya Mahaprabhu proceeded towards Puri. Затем Господь Чайтанья отправился к Пури, And Lord Nityananda broke his danda и Господь Нитянанда сломал его данду and threw it in the river. и выкинул ее в реку. So that river is known as Danda Banga Nadi, the broken Danda river. Эта река носит название Данда Банга Нади, то есть река сломанной данды. The devotee Nityananda Prabhu, the devotees from Navadvip, they didn't like to see Lord Chaitanya with shaved head and wearing sannyas robes. Преданные Навадвипы и Господь Нитянанда не хотели видеть Господа Чайтанью в одеждах саньяси и с дандой. They didn't like to see him performing severe austerities. Они не хотели видеть, как он совершает суровые аскезы. They didn't consider that he should have to follow such austere rules and regulations. Они считали, что ему совсем не обязательно следовать таким суровым правилам и предписаниям. So Lord Nityananda threw away Lord Chaitanya's danda. Поэтому Господь Нитянанда выкинул данду Господа Чайтаньи. But Lord Chaitanya was very determined to follow the rules of the sannyas ashram. Но Господь Чайтанья был решительно настроен следовать всем правилам саньяса ашрама. And he was also not happy that Lord Nityananda broke his danda. И он был недоволен тем, что Господь Нитянанда сломал его данду. So he said, I'm going to Puri alone. И он сказал: я отправлюсь в Пури один. You go ahead of me or behind me, up to you. Вы идите либо впереди меня, либо позади меня, сами решайте. The devotees said, you please go ahead. И преданные сказали: ты, пожалуйста, отправляйся вперед. So Lord Chaitanya went immediately to Puri. Господь Чайтанья тут же отправился в Пури. And there he went immediately into the temple of Lord Jagannath. И как только он туда дошел, он сразу же пошел в храм Господа Джаганатхи. And he wanted to embrace Lord Jagannath. И хотел обнять Господа Джаганатху. But he was so overwhelmed with love of Krishna that he fell unconscious on the floor. Но его так переполнила любовь к Кришне, что он тут же упал без сознания на пол. The watchman, the Darwan, he was thinking to beat him. Охранник, тот, кто стоял у дверей, он хотел его избить. Just like once in the Vrindavan temple, a man began rolling on the floor in supposed ecstasy. Однажды в храме во Вриндаване один мужчина стал кататься по полу, как бы изображая экстаз. And the devotees asked Srila Prabhupada, what shall we do? И преданные спросили Шрилу Прабхупаду, что нам делать? And Srila Prabhupada said, kick him. И Шрила Прабхупада сказал: вы пните его хорошенько. Then you'll see whether it's genuine or not. И тогда вы поймете, он по-настоящему в экстазе или нет. So the devotees kicked him and he immediately got up very angry. Преданные так и сделали, пнули его, и он тут же поднялся, очень разозленный. And so that showed that it wasn't a genuine trance of love of Godhead. Показатель того, что он не был в истинном трансе, то есть не был погружен в такую любовь к Богу. But of course in this case Lord Chaitanya was completely in transcendental ecstasy. Ну, конечно, в этом случае Господь Чайтанья пребывал полностью в трансцендентном экстазе. So Sarvabhauma Bhattacharya, he stopped the watchman from beating the Lord. И Сарвабхаума Бхаттачарья остановил охранника, чтобы тот не бил Господа. And then the Bhattacharya decided to bring the Lord to his home. И Бхаттачарья решил принести Господа к себе домой. Because he could recognize that these were symptoms of transcendental ecstasy. Потому что он понимал, что это признаки трансцендентного экстаза. So then the devotees came to Sarvabhauma's home and performed kirtan. Затем преданные пришли в дом Сарвабхаумы и стали проводить киртан. And then the Lord came back to external consciousness. И Господь вернулся в свое внешнее сознание. So Sarvabhauma
You know, he was a big pandit there in Jagannath Puri. Сарвабхаума Бхаттачарья был большим пандитом, ученым в Джаганнатха-пури. But although he was actually an impersonalist. Но на самом деле он был имперсоналистом. And he thought that he could help this young sannyasi. Он подумал, что он может помочь этому молодому саньяси. And he had found out also from Gopinath Acharya that Chaitanya Mahaprabhu was the son of Jagannath Mishra. И он также узнал у Гопинатхи Ачарьи, что Господь Чайтанья был сыном Джаганнатхи Мишры And the grandson of Nilambar Chakravarti. и внуком Ниламбары Чакраварти. So Bhattacharya said, Nilambar Chakravarti was a classmate of my father. И Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, Ниламбара Чакраварти был одноклассником моего отца. And Jagannath Mishra was respected by my father. И мой отец очень уважительно относился к Джаганнатхе Мишре. Therefore, I also respect Jagannath Mishra and Nilambar Chakravarti. Поэтому и я тоже с уважением отношусь к Джаганнатхе Мишре и Ниламбаре Чакраварти. So therefore, he felt, great connection with Chaitanya Mahaprabhu. То есть он почувствовал такую как бы родственную связь с Господом Чайтаньей. And Chaitanya Mahaprabhu also showed great respect towards Sarvabhauma. И Господь Чайтанья тоже проявил очень большое уважение по отношению к Сарвабхауме. And he said, I am a young sannyasi. Он сказал, я молодой саньяси. I have no knowledge of what is good and what is bad. У меня нет никаких знаний, что хорошо, что плохо. Therefore, I'm taking shelter of you and accepting you as my spiritual master. Поэтому я принимаю прибежище у тебя и принимаю тебя своим духовным учителем. Уважительно отношусь к тебе, как к духовному учителю. The incident today that happened was a great obstacle for me. Этот случай, который произошел со мной, был на самом деле препятствием на моем пути. But you have kindly relieved me of it. Но ты очень милостиво помог мне. Bhattacharya replied, do not go alone to see the deity of Jagannath. И Сарвабхаума Бхаттачарья ответил, не ходи в одиночестве, в одиночку на даршан Господу Джаганнатху. It's better you go with me or my men. Лучше, чтобы ты ходил вместе со мной или моими слугами. The Lord said, I shall never enter the temple, but shall always view the Lord from beside the Garuda Stamba. И Господь сказал, я не буду никогда заходить внутрь храма, а буду всегда получать даршан Господа, стоя у Гаруда Стамбы. Garuda Stamba is, right at the back. Гаруда Стамба, она позади алтарной, очень далеко. Just after one enters. То есть сразу, можно сказать, у входа, как только заходишь, там Гаруда Стамба. So Lord, from that time on, he always viewed the deity from far away. И с тех самых пор Господь всегда получал даршан так издалека, то есть оттуда, из-за стамбы. Once even one old lady was in such ecstasy, Lord Chaitanya was standing beside Garuda Stamba. An old lady climbed on his shoulders. There was a lot of crowd in the temple, so she climbed on his shoulders to have darshan. Однажды произошла такая история, в храме было очень много народу, Господь Чайтанья стоял в Гаруда Стамбе, и одна пожилая женщина, чтобы получше разглядеть Господа, забралась на плечи Господа Чайтаньи. Usually Lord Chaitanya was very particular about women being near him. Естественно, как саньяси, Господь Чайтанья очень был осмотрителен, осторожен и не допускал, чтобы женщины находились рядом с ним. In fact, once he heard some ladies singing very beautifully about Krishna. Однажды он услышал, как одна женщина очень красиво поет о Кришне. And in ecstasy he began running. И в экстазе он начал бежать, to embrace the person. Чтобы обнять ее. And Govinda caught him. He said, "Stop! This is a woman." А Говинда его поймал и говорит: "Остановись, это же женщина." And he thanked Govinda. "Oh, you saved my life," he said. И он благодарил Говинду: "Ты спас мне жизнь." But in this case, when the woman got on his shoulders, he didn't mind, because he saw she was overwhelmed with such ecstasy and attraction for Krishna. She didn't distinguish who he was. Но в этом
этом случае, когда женщина, пожилая женщина, забралась ему на плечи, чтобы получить даршан Господа, Господь Чайтаньи нисколько не возражал, потому что он понимал, что она вообще не соображает, на кого она карабкается и как, и она только хотела получить даршан. So here we see also Lord Chaitanya was taking a very humble position before Sarvabhauma. Тут мы тоже видим в этой ситуации, что Господь Чайтанья проявляет очень сильное смирение перед Сарвабхаумой Бхаттачарьей. After all, Sarvabhauma was so much respected in Jagannath Puri, and he was a very senior person. Сарвабхаума Бхаттачарья пользовался огромным уважением в Джаганнатхе-Пури, и он был очень важным, влиятельным человеком. So this was actually a tactic which Lord Chaitanya used in many cases. Это тактика, которую использовал Господь Чайтанья во многих случаях. First he would take the humble position, and when he met some very, famous, respected sadhu or scholar, Он принимал очень смиренное положение, если встречал какого-то уважаемого великого ученого или садху. And he would inquire from them. И он вопрошал. Even also with Ramananda Roy, who was a governor, Lord Chaitanya inquired from him about spiritual life. Даже в той ситуации, когда он повстречался с Раманандой Роем, который был губернатором, Господь Чайтанья задавал ему вопросы. And he inspired Ramananda Roy to speak many wonderful truths about Krishna consciousness. И он вдохновил Рамананду Роя поведать много замечательных истин в сознании Кришны. And finally revealed himself as Radha Krishna to Ramananda Roy. И в конце концов он показал свой облик Радхи и Кришны перед Раманандой Роем. But he also took this humble position when discussing with the Tattvavadi Acharya in Udupi. В Удупе, когда происходил разговор с Таттвавади Ачарьями, Господь Чайтанья тоже проявил смирение. And then after he defeated the presentation of the Tattvavadi Acharya, А после этого он, можно сказать, разгромил все аргументы Таттвавади. and also in Varanasi, he took very humble position when discussing with Prakashananda Saraswati. А в Варанаси, когда был разговор с Пракашанандой Сарасвати, Господь Чайтанья тоже сначала вел себя очень смиренно. And then he defeated them. А затем он одержал победу, в аргументах над ними. And they became his followers. И они стали его последователями. So Sarvabhauma inquired from Gopinath Acharya about Lord Chaitanya. Сарвабхаума Бхаттачарья расспрашивал Гопинатху Ачарьи о Господе Чайтанье. So Gopinath said, the Lord's name is Shri Krishna Chaitanya. Гопинат сказал, имя Господа Шри Кришна Чайтанья. And his sannyas preceptor is Keshava Bharati. И его саньяса гуру это Кешава Бхарати. Sarvabhauma said, Сарвабхаума сказал, Shri Krishna is a very good name, Шри Кришна это очень хорошее имя, but he belongs to the Bharati community. но оно принадлежит общине Бхарати. Therefore he is a second-class sannyasi. Поэтому он саньяси не первого сорта, а второго. Gopinath replied, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Гопинат ответил, Sri Chaitanya Mahaprabhu does not rely on any external formality. а Шри Чайтанья Махапрабху не сковывает себя никакими внешними формальностями. There is no need for him to accept sannyas from a superior sampradaya. Нет никакой необходимости ему принимать саньясу у сампрадаи вышестоящей. Yes, I mean Chaitanya Mahaprabhu took sannyas from Keshav Bharati because he wanted to take sannyas very quickly. Чайтанья Махапрабху принял саньясу у Кешава Бхарати, потому что он хотел принять саньясу очень быстро. As we know, his students disrespected him, and he decided to take sannyas because he wanted
to spread the Sankirtan movement. Как мы знаем, его ученики стали неуважительно относиться к нему, и поэтому Господь Чайтанья решил немедленно принять саньясу и начать распространение сознания Кришны. Because he thought, people don't respect me as a grihasta, therefore I need to take sannyas so they'll listen to me. Он подумал, если люди не уважают меня в моем статусе грехаски, то лучше я приму саньясу, и тогда люди будут слушать меня. So he went and quickly took from Kesava Bharati. Он пошел и быстро принял саньясу у Кешавы Бхарати. Although he's actually was the disciple of Ishwara Puri, Хотя на самом деле он был учеником Ишвары Пури, who was a great Vaishnava который был великим вайшнавом, and a disciple of Madhavendra Puri, who was also a very, very great. Ишвара Пури был учеником Мадхья-лилы Пури, который тоже был очень великим вайшнавом. He is also the spiritual master of Advaita, Madhavendra Puri. Мадхья-лила Пури является духовным учителем Адвайта Ачарьи. But Madhavendra Puri was far away, Но Мадхья-лила Пури был очень далеко, so therefore he took sannyas from Kesava Bharati. поэтому он принял саньясу у Кешавы Бхарати. Once Advaita Acharya said to his young son Achyutananda, who was like 3 years old, Однажды Адвайта Ачарья сказал своему маленькому сыну Ачютананде, ему тогда было 3 года, Kesava Bharati is the spiritual master of Lord Chaitanya, he said. Кешава Бхарати, духовный учитель Господа Чайтаньи. And his son said, what is this nonsense? И его сын сказал, что за ерунда? He said, your statement will ruin the whole world. Твое утверждение разрушит весь мир. That Kesava Bharati is the guru of Lord Chaitanya. То, что Кешава Бхарати это гуру Господа Чайтаньи. So Advaita Acharya was very pleased by that perceptiveness of his young son. И Адвайта Ачарья очень порадовался за то, что его маленький сын настолько понимающий. So here we see also Bhattacharya has a similar kind of misunderstanding. И тут мы видим также, что у Бхаттачарьи было такое как бы недоразумение. And he says, if Sri Chaitanya Mahaprabhu would like, I could bring him into a first-class sampradaya by offering him saffron cloth and performing the rituals for sannyas again. И Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, если Господь Чайтанья того пожелает, я могу возвести его в орден первоклассных саньяси, то есть дать ему шафрановые одежды и снова провести для него обряды посвящения в саньясу. Gopinath and Mukunda Dada were very unhappy to hear this. Гопинатх и Мукунда Дата не рады были такому заявлению. Gopinath said, Lord Chaitanya Mahaprabhu is celebrated as the Supreme Personality of Godhead. Гопинатх сказал, что Господь Чайтанья – это сам Верховная Личность Господа. Those who are ignorant in this connection find the conclusion of such persons very difficult to understand. Те, кто этого не понимают, то... Those who are ignorant in this connection find the conclusion of knowledgeable man very difficult to understand. Ignorant person cannot understand that he's the Supreme Lord. Just read also the translation. It will confuse you because I'm jumping through many texts. Try to translate. That ignorant person, they cannot understand the conclusion of knowledgeable men. Тех, кто знает. So then, Sarvabhauma Bhattacharya, then he wanted to give some advice to Lord Chaitanya. Сарвабхаума Бхаттачарья хотел дать совет Господу Чайтанье. Because he considered him too young to be a sannyasi. Потому что он считал, что Господь Чайтанья слишком молод, чтобы быть саньяси. So Lord Chaitanya took very humble position. И Господь Чайтанья занял такое смиренное положение. And he said, okay, you instruct me, please. И сказал, хорошо, пожалуйста, дай мне свои наставления. The Bhattacharya said that hearing the Vedanta philosophy is a sannyasi's main business. И Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, что слушать философию Веданты – это основное занятие саньяси. You should hear Vedanta philosophy from a superior person. И ты должен слушать философию Веданты от человека вышестоящего. Lord Chaitanya replied, "You're very merciful to me. Господь Чайтанья ответил, ты очень милостив ко мне. I think it is my duty to obey your order."
Я считаю, это моя обязанность послушать Твое приказание. Thus, for 7 days, Chaitanya Mahaprabhu listened to Vedanta philosophy from Sarvabhauma Bhattacharya. И на протяжении 7 дней Господь Чайтанья слушал философию Веданты в изложении Сарвабхаума Бхаттачарьи. However, the Lord did not say anything, Но Господь не сказал ни слова. whether it was right or wrong. Было согласен он или не согласен. On the 8th day, Sarvabhauma said to Lord Chaitanya, И на 8-й день Сарвабхаума сказал Господу Чайтанье: "You have been listening continuously for 7 days, Ты слушал бесперерывно 7 дней подряд fixed in silence. и хранил молчание. So I cannot understand whether you actually understand." И я не могу понять, ты что-нибудь понимал из того, что я говорил? Lord Chaitanya replied, "I am a fool, Господь Чайтанья ответил: я глупец, and consequently I do not study Vedanta и philosophy. я не изучаю философию Веданты. I am just trying to hear from you because you ordered me. Я просто пытаюсь слушать твои наставления, потому что ты приказал мне. Only for the sake of executing the duty of sannyas do I listen." И я слушаю только ради того, чтобы исполнить свою обязанность саньяси. Unfortunately, I cannot understand in the least what you are presenting. Но, к сожалению, я не могу понять даже самую малую долю того, что ты мне объясняешь. Sarvabhauma replied, "I accept you do not understand. И Сарвабхаума Бхаттачарья ответил: я понимаю, что ты не понимаешь. But if one does not understand, he should make inquiries. Но если кто-то не понимает, то он должен задавать вопросы. You are hearing again and again, but you keep silent. Ты слушаешь меня и продолжаешь молчать. I cannot understand what is on your mind." Я не могу понять, что у тебя на уме. Lord Chaitanya Mahaprabhu said, Господь Чайтанья Махапрабху сказал: "I can understand the meaning of each sutra very clearly, я могу понять смысл каждой сутры очень ясно, but your explanations have simply agitated my mind. но твои объяснения просто привели в замешательство мой ум. The meaning of the verses of Vedanta Sutra are very clear, Значения стихов Веданты очень ясны и понятны. but the purports you presented are simply covering the meaning like clouds." Но те комментарии, которые ты предлагаешь, они закрывают суть, ясную суть этого стиха, подобно облакам. The direct meaning of the Vedanta or Brahma Sutra is not explained by you. И ясное толкование сутр Веданты не объяснено тобой. Indeed, it appears your business is to cover the real meaning. И кажется, что твоя задача покрыть, подобно облакам, истинное значение каждого стиха. So then the Bhattacharya said, "All right, if you know so much, then you explain." И Бхаттачарья тогда сказал: ну хорошо, если ты так все хорошо знаешь, пожалуйста, объясни. And then Lord Chaitanya Mahaprabhu gave very clear explanation И тогда of the Господь Vedanta Sutra. Чайтанья дал очень ясное объяснение Веданта Сутре. To explain ultimately how the meaning is that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. То есть конечная суть всех наставлений — это то, что Кришна — Верховная Личность Господа. Because the actual, there are many commentaries on the Vedanta Sutra. Есть очень много толкований Веданта Сутры. But the real commentary is considered to be the Srimad Bhagavatam. Но самое важное и самое основное понимание, которое излагается, это в Шримад Бхагаватам. In fact, I think at the end of every chapter of the Bhagavatam, in the original Sanskrit, it is written that Brahma Sutra Bhasyate. This is the commentary on the Brahma Sutra or the Vedanta Sutra. Насколько я знаю, что в конце каждой главы Шримад Бхагаватам есть приписка, что это комментарий к Веданта Сутре. Prabhupada gave an example in this connection. Прабхупада приводит пример в этой связи. He says that the author knows the real meaning of his text. Он говорит, что автор знает истинное значение того, что он пишет. So he gave the example of a book
called Shahjahan. И он привел в пример книгу под названием «Шадьяхан». Shahjahan, he was the the father of Aurangzeb. Он был отцом Аурангазеба. Шангасан is it a man? Yeah, Shahjahan. Садьяхан, это автор. Yeah, he was the father of Aurangzeb. Был отцом Аурангазеба. And Aurangzeb put him in prison. И Аурангазеб посадил его в тюрьму. So that some author, some writer, he wrote a book. И он был писателем, он написал... кто-то написал об этом книгу. And most of the book was about Aurangzeb. И большая часть этой книги была посвящена Аурангазебу. But the title he gave was Shahjahan. Но название книги было Садьяхан. So people were asking, why you call the book Shahjahan? И люди спрашивали, почему ты назвал книгу Садьяхан? Why you didn't call it Aurangzeb? Почему не назвал, что книга о Аурангазебе? But he said actually the purpose of the book is to show the feelings of Shahjahan, how he, was so much disappointed as a father that his son had behaved so improperly. Но он говорит, что цель написания этой книги было именно рассказать о чувствах Садьяхана, как он был разочарован поведением своего сына, какую он чувствовал боль. So Prabhupada said the author knows what is the real purpose of the book. И Шрила Прабхупада говорит, что автор знает, какова истинная цель книги. So similarly, there may be many commentaries on Vedanta Sutra. Точно таким же образом может быть очень много толкований Веданта Сутры. But Vyasadeva knows what the real purpose is. Но Вьясадева знает точно, о чем она и с какой целью написана. And therefore he wrote the Srimad Bhagavatam. Поэтому он написал Шримад Бхагаватам. Which gives us the real understanding of Vedanta Sutra. Которая дает нам истинное понимание Веданта Сутры. And the commentary of Shankaracharya, which is very famous and which the impersonalists use. А комментарии Шанкарачари, которые очень известны, ими пользуются имперсоналисты. It is actually confusing. Они на самом деле сбивают с толку. Here Chaitanya Mahaprabhu says, Srila Vyasadeva presented the Vedanta philosophy for the deliverance of conditioned souls. И тут Господь Чайтаньи говорит, что Вьясадева изложил философию Веданты для того, чтобы освободить обусловленные души. But if one hears the commentary of Shankaracharya, everything is spoiled. Но если кто-то услышит комментарии Шанкарачари, то все его изучение будет напрасным. Mayavadi Bhashya Sunile Hoy Sharvanash. This is a famous statement of Lord Chaitanya. Это известное утверждение Господа Чайтаньи. If one listens to the Mayavadi philosophy, then one's spiritual life will be completely ruined. Значение. Если кто-то слышит философию Шанкарачари, Майявады, то тогда его духовная жизнь будет полностью уничтожена, разрушена. Thus Chaitanya Mahaprabhu criticized Shankaracharya's commentary as imaginary. И Господь Чайтанья раскритиковал комментарии Шанкарачари как вымышленные, надуманные. And pointed out hundreds of faults in it. И нашел в них тысячи, сотни недостатков. To defend Shankaracharya, Sarvabhauma presented unlimited opposition. Для того, чтобы защитить Шанкарачарю, Сарвабхаума представил множество аргументов в его защиту. Sarvabhauma presented many types of false arguments. Сарвабхаума Бхаттачарья привел многочисленные доводы, которые как лжедоводы. And tried to defeat his opponent in many ways. И пытался одержать верх над своим оппонентом различными способами. Chaitanya Mahaprabhu refuted all these arguments and established his own conviction. Но несмотря ни на что, Господь Чайтанья отбил все эти аргументы и утвердил истину. Chaitanya Mahaprabhu continued. Чайтанья Махапрабху продолжал. The Supreme Personality of Godhead is the central point of all relationships. Верховная личность Господа – это суть всех отношений. Acting in devotional service to Him is one's real occupation.
настоящей задачей, настоящей обязанностью каждого это служить Ему. And the attainment of love of Godhead is the ultimate goal of life. И конечная цель жизни это обрести любовь к Господу. These three subject matters are described in Vedic literature. Эти три темы обсуждаются в ведических писаниях. If one tries to explain the Vedic literature in a different way, he is indulging in imagination. Если кто-то пытается дать какое-то иное толкование ведическим писаниям, то он просто как бы парит в облаках, что-то выдумывает. Any interpretation of the self-evident Vedic version is simply imaginary. Любое толкование, неправильное толкование ведических писаний, это просто вымысел. Sarvabhauma became astonished. Сарвабхаума Бхаттачарья был удивлен. He was stunned and said nothing. Он был просто поражен и не мог сказать ни слова. So in this way, Chaitanya Mahaprabhu defeated Sarvabhauma Bhattacharya. Таким образом, Господь Чайтанья одержал победу над Сарвабхаумой Бхаттачарьей. And the Lord quoted the Atmarama verse И тогда Господь процитировал стих Атмарама from the Srimad Bhagavatam. из Шримад Бхагаватам. Those who are self-satisfied Те, кто обрели удовлетворение в самих себе and unattracted by external material desires и кого не привлекают внешние материальные желания, are also attracted to the loving service of Sri Krishna, также привлекаются любовным служением Господу Кришне, whose qualities are transcendental чьи качества трансцендентны and whose activities are wonderful. и чьи деяния великолепны. Hari, the Supreme Personality of Godhead, is called Krishna Хари, верховная личность Господа, именуется Кришной, because he has such transcendently attractive features. потому что он обладает такими трансцендентально привлекательными чертами. This is the famous Atmarama verse. Это знаменитый стих Атмарама. Bhagavatam 1:7-10. Шримад Бхагаватам 1, 7, 10. So then Sarvabhauma asked Chaitanya Mahaprabhu, Тогда Сарвабхаума Бхаттачарья спросил Господа Чайтаньи: "My dear sir, please explain this verse." Мой дорогой господин, пожалуйста, объясни этот стих. But the Lord replied, "First let me hear your Но explanation." Господь ответил: пожалуйста, сначала сам объясни, я хочу послушать. So again, he was taking very humble position. Опять же, он очень принял смиренное положение. After that, the Lord said, "I shall try to explain what little I know." И после этого Господь сказал: после того, как я послушаю твое объяснение, я попытаюсь объяснить тебе ту малую толику, что я знаю. So according to logic, Bhattacharya explained Atmarama verse in 9 different ways. Сарвабхаума Бхаттачарья объяснил стих Атмарамы 9 различными способами, опираясь на логику. And then Chaitanya Mahaprabhu praised him. He said, "You are like Brihaspati, the priest of the heavenly kingdom." И затем Господь Чайтанья начал прославлять его. Он сказал: ты подобен Брихаспати, king of what? The priest of the heavenly kingdom. Священника, подобен Брихаспати, священнику небесному. Indeed, no one within this world has the power to explain the scriptures in such a way. Никто в этом мире не обладает таким же могуществом и такой силой объяснять стихи таким образом. But he said, you should know there is another explanation of this verse. Но он сказал: ты должен знать, что есть еще одно объяснение этого стиха. Then Chaitanya Mahaprabhu began to explain the Atmarama verse. И затем Господь Чайтанья начал объяснять стих Атмарамы. Without touching the 9 explanations of the Bhattacharya. И он никак даже не, как-то это было совершенно отличным от тех 9 объяснений Сарвабхаумы. Chaitanya Mahaprabhu explained the meaning by giving evidence concerning Sukadev Goswami and the 4 Kumaras. Господь Чайтанья объяснял этот стих, цитируя Шукадева Госвами и 4 кумаров. Thus the Lord gave various meanings and explanations. Господь привел еще самые различные объяснения. And upon hearing this, the Bhattacharya was struck with wonder. И слушая его, Сарвабхаума Бхаттачарья был поражен до глубины души. And
he understood that Chaitanya Mahaprabhu is Krishna in person. И он понял, что Господь Чайтанья Махапрабху — это сам Кришна. And he thought Chaitanya Mahaprabhu is certainly Lord Krishna himself. И он подумал, что Чайтанья Махапрабху точно является Господом Кришной. But I have committed many offenses being proud of my learning. Но я совершил множество оскорблений, возгордившись своими познаниями. And then he took shelter of the Lord. И затем он принял прибежище у Господа. And to show him mercy, the Lord showed him his four-armed form as Lord Vishnu. И для того, чтобы проявить по отношению к нему особую милость, Господь показал ему свою четырехрукую форму, как Господа Вишну. And then he showed him his original form as Krishna with a flute to his lips. А затем он показал ему свою изначальную форму Кришны с флейтой у его губ. So Bhattacharya fell down flat, offering obeisances to the Lord. Бхаттачарья пал на землю, предлагая поклоны Господу. And by the mercy of the Lord, he could understand the importance of Srimad Bhagavatam and the chanting of the holy names. И по милости Господа он осознал важность и значение Шримад Бхагаватам и повторения святых имен. Then in a very short time he composed 100 verses in glorification of Lord Chaitanya. И затем за очень короткое время он сочинил 100 стихов, прославляющих Господа Чайтанью. And after this, Lord Chaitanya embraced him. После этого Господь Чайтанья обнял его. And Bhattacharya was overwhelmed with ecstatic love of God and fell unconscious. И Бхаттачарью переполнила экстатическая любовь к Богу, и он упал без сознания. So in this way, the famous impersonalist Pandit Sarvabhauma became a disciple and follower of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Так и получилось, что известный имперсоналист, великий ученый, стал последователем и учеником Господа Чайтаньи. Харе Кришна. Харе Кришна. Okay, any comment, any question? Есть ли какие-то комментарии или вопросы? В читании Чаритамрити все время Кришнадас Кавиракшин ссылается, что вот в читании Бхагавати там все это более подробно описано, там, и что я вот там пропущу вот эти игры. Стоит ли читать, там читание Бхагавата, если у нас есть читание Чаритамрити? Если появится... Стоит. Но игры в Навадвипе, они очень подробно описаны в Чайтаньи Бхагавате. The devotees in Vrindavan requested Krishnadas Kaviraj to describe the later pastimes of the Lord in detail. Преданные во Вриндаване попросили Кришнадаса Кавираджу рассказать о поздних играх Господа Чайтаньи очень подробно. Because the Chaitanya Bhagavad, it also has Adi-lila, Madhya-lila and Antya-lila. Потому что в Чайтаньи Бхагавате тоже есть разделы Ади, Мадхья. So but Adi-lila there is just the childhood pastimes of the Lord. Ади-лила — это детские игры Господа. And then Madhya-lila starts from the marriage of the Lord and describes then how he was teaching in Navadvip. А Мадхья-лила начинается с того, как Господь женился и как он преподавал в Навадвипе. And he seemed like a very proud Brahmin scholar. И он казался очень таким важным, гордым браманом, ученым. But then Ishwarapuri came to Navadvip. Но затем Ишварапури пришел в Навадвипу. He stayed, I think, about 6 months. Насколько я знаю, он остановился там на 6 месяцев. And Lord Chaitanya, he became very attracted to him. И Господь Чайтанья очень почувствовал такое притяжение. Invited him for prasadam at his house. Пригласил его к себе домой на прасад. Served him. Служил ему. Then Ishwarapuri left. Затем Ишварапури ушел. Then Lord Chaitanya's father passed away. Отец Господа Чайтаньи ушел, оставил тело. So he went to Gaya to perform pinda. И тогда Господь Чайтанья отправился в Гаю, чтобы совершить обряд пинды. It's an offering for the departed
relative Это специальное подношение ушедшим родственникам at the lotus feet of Lord Vishnu. у лотосных стоп Господа Вишну. And there he again met Ishvara Puri, И там он вновь встретил Ишвару Пури. and then he begged him for initiation. И тогда он стал умолять его дать ему посвящение. And Ishvara Puri very mercifully gave him initiation. И Ишвара Пури очень милостиво дал ему посвящение. And from that time, the Lord began ecstatically chanting the holy names of Krishna. И с того самого момента Господь стал в экстазе воспевать имена Кришны. And then he came back to Navadvip, Он вернулся в Навадвипу. and then he was, he met with the Vaishnavas. Он встретился с вайшнавами. They used to avoid him actually. Они на самом деле старались избегать его. They didn't want to engage in arguing about logic and Они не grammar. хотели вступать в полемику, как-то дискутировать с ним по поводу философии. So then he called them and he said, I met Ishvara Puri, and since that time, all I can think of is Krishna. И он позвал их, он им рассказал, что я встретил Ишвару Пури, и с того самого времени я не могу думать ни о ком другом, только о Кришне. So the Vaishnavas were very pleased. И вайшнавы очень обрадовались. So then the Lord began the Sankirtan movement. И тогда Господь начал свое движение So Санкиртаны. there's very, detailed explanation of the Sankirtan pastimes in Srivas Thakur's house and in Navadvip. Есть очень подробное описание этих игр, которые происходили в доме Шриваса Такуры. And that leads up to then the time where Lord Chaitanya took sannyas. Да, и потом Господь Чайтанья принял саньясу. So that takes up whole Mадхья-лила. Это все в Мадхья-лиле. So then the Antya-lila is just a summary of the pastimes after he took sannyas. И Мадхья-лила это просто краткое описание тех игр, которые происходили после его принятия саньяса. Анти. Mадhya-lila, yeah. So very little about Rupa and Sanatan, for example. Например, очень кратко там рассказывается о Рупе и Санатане. Just mentions they came to visit him at Puri, that's all. Просто упоминается, что они пришли посетить его в Пури. So there's a quite lengthy explanation about Pundrik Vidyanidhi, how he came. Довольно подробно описано, как пришел Пундарика Видянидхи. That's actually the last pastime in the Antya-lila of Chaitanya Bhagavat. Это на самом деле самая последняя игра, которая описана в Антия-лиле Чайтаньи Бхагавата. How Pundrik Vidyanidhi took darshan of Jagannath on Odan Shasti Day. Там рассказывается, как Пундарика Видянидхи получил даршан Господа Джаганатхи в день Одана Шасти. And he saw that the deity's clothes were very stiff. И он увидел, что одежды божеств, они как стоят, как крахмаленные. And he thought, why the pujaris didn't wash the cloths so it would be soft. И он подумал, почему же пуджари не постирали одежды, не сделали их мягкими. And then at night when he was dreaming, Lord Jagannath and Lord Balaram came in his dream. И затем ночью к нему во сне пришли Господь Баларам и Господь Джаганнат. And they began, they said, why are you criticizing our pujaris? И они сказали ему, ты почему критикуешь наших пуджари? And they began to punch him in the face. И стали бить его по лицу. And he woke up, Он проснулся, and his face was all и swollen. его лицо было опухшим. So like that, he is considered a very great Vaishnava that the Lord showed him such mercy. И его считают очень великим вайшнавом, потому что Господь проявил по отношению к нему такую милость. Because he's actually incarnation of King Vrishabhanu. Потому что он на самом деле воплощение царя Вришабхану. So that's end of the Chaitanya Bhagavat. И это конец читания Бхагавата. So no, detailed description of the Lord's travels in South India. Никаких детальных объяснений и описаний того, как Господь путешествовал по Южной Индии, How he visited Vrindavan. как он посетил Вриндаван, How he instructed Rupa and Sanatan. как он дал наставление Рупе и Санатане Госвами. On all the, later pastimes in Puri. И все поздние игры в Пури. So, Krishna Das Kaviraj, when he went to, he actually got
instruction from Lord Nityananda to go in a dream to go to Vrindavan. Кришнадас Кавирадж получил наставление Господа Нитянанды, который пришел к нему во сне, идти во Вриндаван. And when he went there, all the older Vaishnavas asked him to write the later pastimes of Lord Chaitanya. И когда он пришел туда, все старшие вайшнавы попросили его написать о поздних играх Господа Чайтаньи. So, that's how he came to write Chaitanya Charitamrita. Именно так и получилось, что он приступил к написанию Чайтаньи Чаритамриты. And he used the diaries of Swarup Damodar and Raghunath Das Goswami. Он использовал дневники Сварупы Дамодары и Рагунатхи Даса. He mentioned that Swarup Damodar's diary were in a short form of sutras. Он упоминал, что дневники Сварупы Дамодары были очень краткими, подобными сутрам. But diary of Raghunath Das Goswami is very elaborate. Но дневники Рагунатхи Даса Госвами были очень подробными. And also Krishnadas Kaviraj, he was very old, but he lived on the bank of Radhakund. Кришнадас Кавирадж Госвами был очень старым к тому времени и жил на берегах Радакунды. That's where he wrote Chaitanya Charitamrita. Именно там он писал Чайтаньи Чаритамриту. And Raghunath Das Goswami was also living there. И Рагунат Дас Госвами также жил там. And Raghunath Das would speak every day on the pastimes of Lord И Chaitanya. Рагунат Дас Госвами каждый день рассказывал об играх Господа Чайтаньи. So therefore, we see at the end of every chapter, Krishnadas is saying, bowing at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, I narrate this Chaitanya Charitamrita. Поэтому мы видим, что в конце каждой главы Кришнадас Кавирадж Госвами пишет, что я склоняюсь к лотосным стопам Рупи и Рагунатхи. And thus I'm writing this Chaitanya. И таким образом я пишу эту Чайтанью Чаритамриту. Praying for their mercy. Молюсь о их милости. So it's a very important philosophical work, the Chaitanya Charitamrita. Чайтанья Чаритамрита — это очень важный философский труд. And we find the very extensive instructions of Chaitanya Mahaprabhu to a number of persons. И мы находим там очень подробные наставления Чайтаньи Махапрабху, которые он изложил разным людям. Chaitanya Bhagavat doesn't have much philosophy. It's all lila. В Чайтаньи Бхагавате нету таких подробных философских вступлений. Там все в основном об играх. Prabhupada, before he published the Chaitanya Charitamrita, he published a book, Teachings of Lord Chaitanya. Шрила Прабхупада, прежде чем издавать книгу Чайтаньи Чаритамрита, издал книгу «Учение Шри Чайтаньи», Господа Чайтаньи. And there, he's he's describing the important philosophical teachings that Lord Chaitanya gave. И там он излагает очень важные философские знания, то есть то, что дал Господь Чайтанья. So in particular, Lord is instructing a number of important personalities. Там говорится о том, как Господь дает наставления целому ряду очень важных личностей. I think how he instructed Sarvabhauma, как он давал наставления Сарвабхауме, how he instructed Ramananda Roy, Рамананду Роя, Rupa Goswami, Рупа Госвами, Sanatan Goswami, and Prakashananda Saraswati. So then Prabhupada published the whole Chaitanya Charitamrita. И после этой книги Шрила Прабхупада издал всю Чайтанью Чаритамриту. And he made the devotees publish it in 2 months. The whole? Yeah. Вся Чайтанья Чаритамрита была издана за 2 месяца. Actually, Prabhupada had the first, I think, two volumes were published. Сначала было издано 2 тома. Then, Prabhupada translated the whole book. Прабхупада перевел всю книгу. But he considered
publication is going on very slowly. Но он посчитал, что издание этой книги продвигается очень медленными темпами. So they were walking in, I think it was on the beach in Los Angeles. И вот однажды во время своей прогулки по пляжу в Лос-Анджелесе And Prabhupada asked Rameshwar, who was in charge of the BBT, how quickly can you publish the rest of it? Прабхупада задал вопрос Рамешваре, который был ответственным за издание книг BBT, как быстро ты сможешь напечатать всю книгу? And Rameshwar, he answered according to the usual speed that they were publishing. He said, we can produce one volume every 4 months. И Рамешвара, он знал ту скорость, с которой они работают, как бы обычную рутину, и сказал, мы сможем издавать по тому один раз в 4 месяца. And Prabhupada didn't look pleased. И Прабхупаде это совсем не понравилось. Can you not do faster? Неужели вы не можете печатать их быстрее? So then they were walking, big group of devotees. Rameshwar, he went behind. They spoke to Radha Ballabha, who was the production manager. И Прабхупада шел в сопровождении большой группы людей, и Рамешвара как бы отошел назад и поговорил там с Радой Балабой, который был ответственным, одним из менеджеров там в издательстве. And then he came back and he said to Prabhupada, we can do one volume every 2 months. И тогда он подошел обратно к Прабхупаде и сказал, что посовещались, мы можем один том издавать за 2 месяца. And then Prabhupada, hit the ground with his stick. He said, I want the whole Chaitanya Charitamrita in 2 months. И тогда Прабхупада, как известный его такой жест, воткнул свою трость в песок и сказал, я хочу, чтобы вся книга была издана за 2 месяца. So then, when they got back in Rameshwar, he's a very organized person. He had a meeting with his BBT team. И когда они вернулись с прогулки Рамешвара, он обладает очень хорошими организаторскими способностями. Он тут же провел встречу со своей командой по изданию книг. And then he came to Prabhupada and said, okay, said, we think we can do it, but we have certain conditions. И тогда он вернулся к Прабхупаде и сказал, хорошо, мы думаем, что мы способны на это, но у нас есть ряд условий. So Prabhupada said, what are the conditions? Какие у вас условия? So first condition, he said to Prabhupada, you have to stay here in Los Angeles. Первое условие, Шрила Прабхупада, вы должны оставаться здесь, в Лос-Анджелесе. Prabhupada agreed. Прабхупада согласился. And then he said, all the artists have to be moved here. They were, I think, in New York. They had a separate, department. И потом еще одно условие было, чтобы все художники приехали сюда, потому что они в то время в разных храмах были, в Нью-Йорке, в других храмах. Because the paintings are an important part of the books. Потому что, как вы знаете, иллюстрация — это очень важная составляющая книги. Prabhupada liked the books where had beautiful paintings. The presentation would be very nice, beautiful covers. Прабхупаде очень нравилось, когда в книге были изображения, это просто делало ее более привлекательной, чтобы была красивая обложка, красивые картины. And Prabhupada, he always demanded to see what pictures were going to be, and he would correct them if he didn't like them. И Прабхупада, он всегда просматривал все изображения, он смотрел, подходит это или нет, и если что-то было не так, он показывал на ошибки. So Rameshwar said, as soon as they make a painting, we'll bring it to you, and you have to, tell us what has to be corrected. И Рамешвара сказал, что как только будет нарисовано то или иное изображение, мы будем его приносить тебе, и вы должны будете нам сказать, что в нем правильно, а что нет. There was no email in those days. Вы знаете, в то время не было имейла. No fax, even. Даже факса не было. I think fax, I remember, that came in 1986. Fax. Насколько я помню, факсы появились только в 1986 году. And the email was in the 90s, started very slow. Имейлы, очень медленно, конечно, шло это все, но где-то в 90-е начались первые имейлы. Internet, only around 2000. After that, it started to, get faster.
И интернет, насколько вы знаете, только в начале 2000-х, и потом его скорость начала увеличиваться. So those days, I mean, everything was done by the ordinary mail. И в те времена, вы знаете, все велось, переписка обычной почтой. Prabhupada, he didn't like devotees speaking on the phone long distance because it cost a lot of money. Прабхупаде не нравилось, когда преданные слишком долго проводили, слишком много времени проводили в разговорах по телефону, это очень дорого стоило. Or long distance, he didn't like devotees making international calls or Ему не нравилось, interstate calls. Он не хотел, то есть ему это не нравилось, когда преданные делали международные звонки, междугородние или из одного штата в другой. Это стоило денег. So everything was done by letter, what they call now snail mail. Все было посредством, как это в то время называли, почтой со скоростью улитки. Сейчас это называется. Сейчас это называют. Тогда не называли. It was fast, right? Huh? That was considered fast. Well, that was the only system. Of course, Это была единственная система в то время. They had telegram. Telegram was a fast way to communicate. Ну да, то есть были, конечно, телеграммы, это был более такой быстрый способ как бы оповестить. You couldn't send photographs or pictures by telegram. Но, естественно, вы не могли бы послать фотографии или какие-то изображения посредством этой телеграммы. So you had to send it in the post, and then Prabhupada would look and he would send back. Нужно было отправлять почтой, и Прабхупада бы посмотрел, одобрил или нет, вернул. Anyway, Prabhupada agreed to that. Прабхупада согласился. And then he also said that, the devotees who are working on the books, they shouldn't have to wash their cloth or cook. И тогда еще одно из условий было, что те преданные, которые будут заняты в издании книг, не должны заниматься стиркой своей одежды, приготовлением пищи. So there has to be a backup team. То есть должна быть целая команда, которая бы их обслуживала, их такие потребности. Prabhupada also agreed to Прабхупада that. также согласился. So like that, they got everybody there, Prabhupada and everybody, all the BBT people there in Los Angeles. И таким вот образом в Лос-Анджелесе собрались все, то есть Шрила Прабхупада сам там был, и вся команда BBT, и много других преданных подключилось. And Rameshwar, he was really expert at really, pushing people. И Рамешвара, он был таким опытным в том, чтобы подбадривать людей, как бы подталкивать их. He also very famous for, pushing book distribution. И он также очень известен тем, как он как бы подталкивал распространение книг. So like that, yeah. He's a very trusted lieutenant of Srila Prabhupada. То есть он был как левой рукой, очень надежным помощником Шрилы Прабхупады. And so they managed to accomplish it. И, как вы знаете, им получилось, им удалось завершить эту задачу. And on the last day of the 2 months, the final volume of the Chaitanya Charitamrita was offered on the altar to Shri Rukmini Dwarkadish. И в самый последний день пребывания, этого двухмесячного пребывания Шрилы Прабхупады в Лос-Анджелесе, последний том Чайтаньи Чаритамриты был предложен лотосным стопам Шри Рукмини Дваракадиш. So yeah, really important book. Prabhupada considered Chaitanya Charitamrita. Прабхупада считал, что Чайтаньи Чаритамрита очень важная книга. And he didn't have time to even to finish the Bhagavatam. У него не было времени завершить перевод Шримад Бхагавата. But if he had finished it, maybe he would have translated Chaitanya Bhagavatam. Но если бы ему удалось завершить перевод Шримад Бхагаватам, кто знает, может быть, он также перевел бы и Чайтанья Бхагавату. I heard once actually that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that if there were only 3 books, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and Chaitanya Charitamrita, this would be enough to go back to Godhead. Я слышала, как однажды Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сказал, что если бы у нас было всего 3 книги, Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гита и Чайтанья Чаритамрита, то их было бы достаточно для того, чтобы отправиться домой к Богу. And then he said if there would only be 1 book,
Sri Chaitanya Charitamrita, it would be enough to take one back to Godhead. А потом он также сказал, что даже если бы осталась только одна книга Чайтаньи Чаритамрита, то ее было бы достаточно для того, чтобы человек развил любовь и вернулся обратно к Богу. So, yeah, very important. Очень важная книга.